Так, друзья, вот такая шляпка у нас получилась. К сожалению, здесь нету окклюзии, мне сложно вам показать объем, все, что здесь происходит. Но прямо сейчас я хочу записать, как эту шляпку экспортировать в Blender. Поехали. Идем в папку Tools, UV Editor. У нас здесь раскиданы наши замечательные паттерны. Мы можем их запаковать волшебной кнопкой Layout. Опа. И знаете, что мне не нравится? Что вот эту штучку можно было бы сюда положить. И нам это мешает сделать настройка Collision Detection. Угу. А еще мы можем это сгруппировать и попробовать layout according, вот эту настройку, layout according to pattern grouping. Окей, попробуем еще раз, потому что у нас тут не получается. Что мы можем сделать? Раз у нас тут так пакует, что дофигища места еще остается, тогда нам можно перепаковать это все следующим образом. Идем в 2D окно. В 2D окно. Где наше 2D? Делаем такую штуку. Квадрат. Делаем просто квадрат. Делаем его... Нам не надо показывать 2D Mesh. Мы его... Ну, примерно такой квадрат, на котором будем ориентироваться. Ага. Так, архивировать мы тут ничего не можем. Ладно, мы можем его заблочить. F2. Все. Он у нас никуда не денется. Значит, что делаем? Нам нужно расположить сначала вот эти детали. Думаю, что по диагонали это будет в самый раз. Alt-H, Alt-V. Так, все. Вот это сделали. Так, вот эту детальку мы сюда располагаем. Вот это, как бы мне тут... Так, Ctrl. Поняла. Order. Send to backward. Отлично. Теперь мы можем это загруппировать. И можем немножечко это двигать. Так, смотрим это сюда. Ленточки мы можем расположить сюда. Так. Так. Нам надо место оставить. Так. Дальше ленточки сюда. Не знаю, насколько это прям сильно нам место сократит. Ну, как-то так. Так, и осталась последняя штучка. Вот сюда. Мы как будто бы... Так. Разложили. Теперь пробуем впихнуть сюда кусочек. Ну, вроде бы... Вроде бы да. Так, теперь делаем следующее. Unlink Group и все это... пофигу. Идем снова в Tools, UV Editor. Так. Alt F2. Вернее, Ctrl F2.
Так, а как все разблокировать? Нам нужно убрать Unlock all patterns. Отлично. Вот этот паттерн мы удаляем и идем в UV-шку и делаем следующее. В UV-шке мы делаем Sync with 2D. То есть он синхронизирует нам все по 2D. Дальше мы делаем зум. И ну, давайте сделаем здесь 2. Оп. Все. У нас запаковалось. Вроде бы места пустого меньше осталось. Отлично. Вот хочется же еще вот это немножечко подвинуть, потому что тут оно может пересечься друг с другом. В этом, как его, в Style 3D разворачиваются торцы, как вы можете заметить. Видите? Это все разворачиваются торцы. И это просто потрясающая история. Это вообще... Так, хорошо. Что нам нужно? UV-шку мы сделали. Да, я забыла сохранить проект. Ребята, вообще... Так, шляпы. А как шляпы называются? Шляпа. Новая папка 06. Вот это я вообще могла бы лишиться сейчас проекта. Хорошо. Сохранили. Идем в 2D. И делаем следующее. Файл экспорт FBX. Так. Шляпы. Hats 06. 06 FBX сохранить. Теперь выбираем все паттерны. Пропсов у нас вообще никаких нету. Я хочу экспортировать с толщиной. И исключить скрытые паттерны, у нас их нету, это пофигу. Исключить ассеты, исключить аватары скрытые, исключить скрытые пропсы. Ничего у нас этого нету, эти галочки нам ни на что не влияют. Дальше. Значит, что тут? Комбинировать mesh. Комбинировать mesh весь в один объект, либо комбинировать по фабрик, по тканям. У нас есть 2 ткани. Одна для ленточки, вторая для самой шляпы. Я предпочитаю вот этот вариант. Комбинировать по тканям. Дальше. Автоматический rename. Окей. Паттернов. Unified координат. Да. Здесь вот у меня 4К и 16 bleeding size. Это 16 пикселей между... он там заливает еще края цветом, например, и все. Бейкать карты мне не надо, потому что у меня нету швов. Но для того, чтобы UV-шка никуда не слетела, я забейкаю одну карту. Нормали. Хотя у меня ее как бы и нету. Я ее использовать не буду. Дальше. Галочка экспорт 2D Trim. У меня их нету. Scale 100%. Оси у меня выставлены так. Я никогда не понимаю, как их правильно выставлять. Все равно в этом все будет перекручено в блендере, поэтому забейте. Дальше. Вот эту галочку я не ставлю. И ставлю здесь Relative. Короче, если вы экспортируете текстуры, ставьте вот это. Экспортировать текстуры относительно пути самого файла. Вот. Мне сейчас это ни на что не влияет. Просто нажимаю ОК. Ну что, переходим в Blender. Так, мы в блендере импортируем сюда наш FBX. У меня тут папки созданы, не обращайте внимания. У вас, скорее всего, будет просто Scene Collection. Ничего такого. Так, идем в файл, импорт. Я хочу выбрать импорт FBX. Идем в нашу папочку 6 FBX. Так, Custom Normals не обязательно.
Custom Properties пофигу, Subdivision Data нам не надо. В общем, можете особо тут ничего не менять. Это ни на что не влияет. Все равно нету никаких анимаций, ничего нету. Все, импорт. О, смотрите, что происходит. Как бы мы не экспортировали, у меня почему-то всегда все вот таким образом экспортируется, импортируется. Для того, чтобы все это пофиксить, у нас, видите, тут rotation 90, backspace, оп, все встало. Дальше, что происходит там? Так, у нас никаких материалов тут нету, вот есть у нас такой mesh. Но у него есть одно но. Если мы посмотрим на нормали, ребят, впервые в жизни у меня экспортировались нормали не вывернутые. Но обычно так бывает, что при экспорте из Style 3D нормали вывернутые. Поэтому выделяем все, переходим в режим редактирования. Вот у нас два внутри этого. Переходим в режим редактирования и меняем нормали Shift-N. Ну, у меня все нормально, поэтому ничего не происходит. Так. Вот оно. Смотрите. Нет, здесь еще... Ну, в принципе. Значит, смотрите. Вот это нормальная история. Поскольку у нас ленточка... Значит, смотрите. Вот о чем я говорила. Нам вот эти места нужно будет пофиксить. L нажимаем. Красненькое выбираем. L. Да. Тут L. Ой, L. Escape. L. Ну. Не получается. Ладно. Потому что это разные объекты. Значит, смотрите. Shift-N нажимаем. И что? Ставлю галочку Inside. Все переворачивается. Окей. Но это еще не все. У нас же тут... Значит, чтобы... Давайте так я сделаю. Я изолирую. Так, отлично. L. Shift-N. Inside. Дальше. У меня еще вот здесь вот красненькое. Так, L. Ну-ка, не то. И вот здесь еще. L. Чтобы быстрее все это сделать вообще, то мы можем сделать следующее. Выделяем все. Потом делаем Ctrl-M. Нет, не Ctrl-M. Это merge этих точек. Делаем by distance. Выставляем здесь микроскопическое значение. И после этого мы можем делать A, Shift-N. И он нам пересчитает все нормали, потому что он нам слепил все в один объект. Вот. То же самое делаем с другим объектом. Кстати, как увидеть вот эти нормали? У меня это назначено на горячую клавишу F6, а вы можете это увидеть вот здесь. Значит, смотрите, вот сюда Face Orientation. Как поставить горячую клавишу на то, чтобы не лазить туда постоянно и тыкать? Правой кнопкой мыши нажимаем Change Shortcut или Add Shortcut у вас будет, если никакой горячей клавиши не установлено. Я нажимаю Change. Нужно нажать любую клавишу, которую вы хотите сюда забиндить. Я нажимаю F6 и все. И по F6 я вижу нормально. Очень удобно получается. Так, теперь со шляпой. Заизолируем. Короче, тут все можно тоже смерджить, но я так не люблю делать, потому что у нас здесь экспортировалась, вот видите, в этих местах толщина. Значит, смотрите, убираем L, скрываем. И видите вот такие вот бублики, которые просто-напросто вообще нам не нужны внутри. Я вот эти бублики выделяю, да, и удаляю нафиг. Потому что X-Face, мы же в точках 4.
Так. Мгм. Короче, переходим в режим выделения точек. И что я не могу перейти? 1, 2, 3. 3, потому что я уже забыла все клавиши. Давайте для пущего удобства я еще вот это вот удалю. Вернее, не удалю, а скрою. Горячая клавиша H. Так, мне не нужно вот это. L. Вот это я скрываю. И теперь из вида сверху я могу, в принципе, включив X-Ray, выделить вот это вот X vertices. И просто удалить это нафиг. Теперь смотрите, что еще я могу сделать. Вот здесь еще бублик есть внутри. Значит, как мы от этого бублика должны избавиться? Скрываем L. Это все скрываем. Нам внешний бублик нужен. А внутренний бублик, который остался от самой шляпы, не нужен. Так, давайте-ка я вот это все. Так, это я все выделила. Так, тут L, 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 L. Так, это я выделила. Это я так заморачиваюсь. Вы можете так не заморачиваться. Но я просто не люблю, когда у меня лишняя геометрия тут висит. Здесь я сделаю сразу M by distance. Окей. Теперь я могу это выделить L, скрыть. И вот этот бублик просто выделить кнопкой A и Delete или X кнопкой. Все. Alt-H мы показываем все. И теперь вот это скрываем. А все остальное мы можем смерджить. Выделяем. Ага. Знаете, что я сделала? Я сделала лишнее. Нам нужно было оставить один полубублик. Ладно, вернемся. Значит, смотрите, что нам нужно было сделать. Мы должны выделить вот это, вот это, вот это. Вот это. И, в принципе, можем сразу смерджить это M by distance и скрыть. Так. Дальше скрываем это, скрываем. Вот это скрываем. И вот эти штуки нам точно не нужны. Ой. Не то я сделала. Надо было не скрыть. А вот это надо было удалить. Окей. Теперь это скрыть. Это скрыть. А здесь тоненький бублик. L, X faces. И тут еще L, X faces. И он еще где-то есть. Вот это L, L, X faces. Так, еще тут есть. L, L, X faces. Все, здесь все. А, нет, тут еще остался кусочек. X faces. Нам вот это не надо. Alt-H. Так. L, L, L. Здесь мы можем сделать M by distance и скрыть. L, 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 M by distance и скрыть. Кнопкой H. Дальше M by distance. Все. Alt-H. И все, в принципе. Можно было, кстати, тот бублик тоже не удалять. Ну, пофигу. У нас тут внутри немного сетка поеханная, но кто же будет ее смотреть? Так, все смерджили. Я в какой-то режим зашла, не тот.
Все, что мы можем с этим сделать? Во-первых, ну ладно, пусть будет в нуль объекте все это. Во-первых, мы можем накинуть сюда прикольные материалы. Да, шейдинг. Значит, смотрите, я бы поставила Shade Smooth, но для того, чтобы все это корректно работало, нужно удалить. Тут нету, да? Либо я бы поставила не Shade Smooth, а Shade Auto Smooth. И нам нужно не 30, а 45, например. Так, не получается. Но мы можем накинуть subdiv. Ctrl-1. Все. И тогда мы можем сделать Shade Auto Smooth на 30, как и было. Угу. Так, дальше. Shade Auto Smooth тоже на 30. И тут subdiv можно не накидывать. Потому что нам subdiv нужен был только на этом. Чтобы уголочек с этим... Ну, вы поняли. Ctrl-2 вообще ништяк. Так, теперь разберемся с материалами. Я использую аддон, как-то он называется. Значит, я использую аддон Blender Kit. В нем нужно быть залогиненным. Там можно зарегистрироваться через Facebook, через что хотите вообще. Просто по e-mail и все. Самое главное, что нужно сделать, это обязательно убрать галочку, когда мы находим материал авторазвертки. Вот только я ее не вижу. Так, либо он обновился, либо я что-то не понимаю, но была тема про авторазвертку, а сейчас она исчезла. Короче, буду импортировать эти материалы в 4К, и пусть они у меня распаковываются сразу. Я могу зайти на сайт Blender Kit и просто поискать материалы здесь. Мне нужен материал. Вот у нас есть категория Fabric. И что у нас тут есть? Вельвет. Вельвет это как раз таки этот... как его? Короче, бархат. Подождите, нам нужен не вельвет, нам нужен войлок. Так, тогда идем в фабрик и ищем шерсть. Не знаю, удастся ли что-то найти или нет. Нам нужна валеная шерсть, а не вязаная. Нет, это все вязаное. Все не то. А вот это уже похоже на что-то такое. Ну вот, кстати, зеленый похож на шерсть. Это вообще джинс какой-то. А это бархат. Кстати, ленточка была похожа на бархат. Так, нажимаем Get this material, Copy Search Item и попадаем в Blender. Вот у нас есть такая штука. Мы выбираем ленточку, кидаем на него материал. То, что он цвета другого, это фигня. Можете даже не париться. Да, тут еще моментик с... Короче, при экспорте создается очень много слотов с материалами. Можете не париться по этому поводу, выделяете все, выбираете первый слот, нажимаете Assign, то есть он ассайнит первый слот на весь объект. И выходите из режима редактирования и нажимаете сюда Remove Unused Slots. Он удаляет все слоты, у вас остается только один слот. Теперь, когда вы переносите материал на этот слот, все, он применяется ко всему. То же самое надо сделать с шляпой. Выделяем всю... вернее, не так. Приходим в режим редактирования клавишей Tab, выделяем все клавишей A или A по-русски, кнопка F, русская буква. Дальше делаем
assign первого слота, выходим из режима редактирования и удаляем все неиспользуемые слоты. Так, чтобы мы видели, что у нас что-то происходит, надо переключиться в режим шейдинга. Окей. Так, хорошо. Сетка мешает. Ой. Ну, посмотрим. Теперь надо найти все-таки шерсть. Ищем шерсть. Так, вул. Может быть, шерсть как-то по-другому пишется, то, что я хочу. Войлок. Давайте я посмотрю в переводчике. Так. Войлок. Ага, фелд. Фетр. Слушайте. Фетр, фелд. Да, отлично. Ищем велд. Ну, что-то это слабо похоже на фетр. Это тоже. Ну, это вроде да, но, блин, наверное, без... Вот это похоже, кстати. Это что у нас сейчас разные цвета, вообще не парьтесь. Мы цвета все настроим. Это фигня полная. Так, ну это что-то такое. Так, что-то вязаное, джинс. Это что-то структурированное, нет? Ладно, будем работать с тем, что есть. Больше всего мне вот на это напоминает фетр. Так, get this материал. Копируем. Переходим в Blender. И он у нас... Ну, он не обновил иконку, но по сути он видит уже другой материал. Мы ее тащим на наш... В общем, вы поняли. Так, судя по всему, не работает. Я думаю, он не будет работать. Значит, смотрите, некоторые материалы плохо работают в Eevee. Вот этот режим предпросмотра подразумевает, что мы работаем в Eevee. Нам это не подходит, поэтому давайте переключимся в Cycles и посмотрим, что тут происходит. Что за глянец такой? Ну, разве это глянцевое должно быть? Ладно, переходим в шейдинг. Я люблю работать просто в разных вкладках, не перетаскивать окна. Приближаемся, смотрим. Нам нужно добиться нашего красненького цвета, как у нас было на рефе. Ну, такого бордово-вишневого. Так, значит, мы можем взять с рефа цвет или нет? Нет, не можем. Ну ладно, будем на глаз тыкаться. Так, что-то такое более теплое. Так. Давайте я сделаю здесь 0,1. Нет, это уже слишком. Так. И что тут у нас по value? Не сильно темный должен быть. Так, давайте сделаем 0,2. Угу. Так, я сразу его скопирую и идем в этот... Так, у нас есть тут какой-то displacement, но он нифига не отображается. Roughness. Почему такой roughness? Мне кажется, roughness должен быть где-то на 0,6 хотя бы. Это же все-таки войлок. Так, еще scale. Возможно, дело в скейле. Что за скейл такой? Покрутим его туда-сюда.
Ну, странный материал, конечно, но ладно. Надо, по-хорошему на войлок надо еще делать этот, как его, имитацию шерсти, но я этого уже здесь делать не буду, так что, ребят, извиняйте. Так, покажу только, как цвет настраивать. Дальше. Это сама шляпа, а вот это у нас... Так, если вы видите такой же, как я, и не знаете, где ваши ноды, нажимаем кнопку Home. Отлично. И сюда вставляем цвет, который мы скопировали из предыдущего материала. Супер. Вот вельвет, кстати, нормальный. Относительно. Global Scale. Давайте сделаем 3, может быть. А может быть, не надо было 3 сделать, 1. А может быть, надо было 5. Не знаю. О, все, вот так мне больше нравится. Вот теперь похоже. Супер. Так, Subsurface, что-то такое, Displacement 0.1. А что у нас в этой шляпе? Displacement 0.04. Ну-ка. Увеличим, что получится. Так, что-то мне кажется, что у меня никакой displacement не отображается. Пум-пум-пум. В настройках материала что у нас тут? Так, это не в настройках материала. Это было в настройках рендера, наверное, что-то там про displacement. Или в настройках материала. Viewport display. Это что? Settings. О! Так, displacement and bump. Ладно, хрен с ним, с displacement. Короче, давайте посмотрим, что будет на рендере. Вот с тем, что сейчас есть. И все, в принципе. Так, с какого ракурса будем рендерить? А, да, для рендера. Что нам надо для рендера? Во-первых, камера. Я обещала просто как импортировать, но походу я сейчас покажу все. Заходим в камеру. Камеру я залочу следующим образом. И поищу, где наша шляпа. Так, шляпу мы нашли. Угу. Так. Шляпу мы нашли. Или давайте найдем прикольный ракурс. Нам сзади ее интереснее всего смотреть. Так. Слушайте, мне только влом даже свет выставлять, так что не надейтесь, что я вам еще тут свет выставлю. Я выставлю сейчас HDRI-ку, и на этом как бы и все. Так, ракурс мы типа нашли для шляпы, да? Окей. Все. Мне, в принципе, нравится. Хорошо. Что делаем дальше? Идем в настройки рендера. Так, тут у меня глоссинесса нету. Практически. Нафига мне такие настройки? Так, что я хочу сделать? Я, во-первых, хочу выбрать Color Management. Какой-нибудь AGX нет. Что-то у нас было вот Chronos PBR. Так, дальше. Идем снова в шейдинг. Я хочу сделать эту HDRI-ку. У меня уже здесь что-то предустановлено, но давайте посмотрим, что у меня еще есть. Лайтпаки всякие. И я хочу что-то более-менее светлое. Так, F6, ой, F5. Scene World, Scene Light. Для предпросмотра. Нам нужно выйти в камеру и посмотреть, как это все смотрится. Ну, такое себе.
Так, без хорошего света ничего хорошего не будет. Ладно, слишком светло. Давайте возьмем что-то, студийку какую-нибудь. О боже, тут какой-то блик дурацкий, господи. Хрень полная. Так, тоже. Давайте покрутим просто по Z. Например, 30, 60, 90. Так, 120. Фигня полная. 180. Лажа вообще капитальная. Ладно, давайте попробуем свет какой-нибудь сюда бахнуть. Ой. Так, когда мы нашли вид, который нам нравится в камере, надо не забыть вот эту штучку снять. Дальше выбираемся сюда. Попробуем. Что мы отсюда? Давайте попробуем какой-нибудь источник света сюда бахнуть все-таки. Light area. Так, и чтобы нам не целиться постоянно этим area в шляпу, мы сделаем следующее. Идем, делаем track to. Мы сделаем следующее. Shift-A. Сначала добавим... Где empty объект? Так, empty. Допустим, сфера. Нам такая большая не надо. Сделаем 30. Так. G, Z. Поставим ее где-то в районе шляпы. И будем трекаться к этому, к empty объекту. Опа. Отлично. Теперь, куда бы мы ни крутили наш источник света, где бы он ни был, он постоянно будет светить на шляпу. Супер. Так, нам нужно осветить ее, допустим, с этой стороны. Ну, такое себе. Давайте так. Все. Пошли в камеру. О, зашибись. Все, объем читается, мне больше ничего не надо. Так, я хочу зарендерить. Он у меня квадратный выставлен, ну пофигу. Так, 2000 на 2000 нам сойдет. Все, рендерим. Так, вот сейчас я вижу один моментик вот здесь вот. Значит, у нас не сшились точки. Поправляем. О, еще и шляпа у нас какого-то цвета стала. Страшного. Ну ладно. Значит, что происходит? Видите, что происходит? Вот здесь вот тупо не сшились точки. Мы должны их выделить. Так, add центр. No, не так. Коллапс. Не получается. Так. Bounding box. Add центр. О, все. Никуда ничего не улетело, все сшилось. Кстати, здесь что-то еще произошло такое же. И здесь то же самое. Add центр. В общем, сейчас будем смотреть, как это пофиксить. Add центр. Значит, иногда мы не можем смерджить эти точки. Потому что они слишком далеко отстоят. Так, by distance. И давайте сделаем на 0,1 миллиметр. Не получается, да? 0,2, 0,3, 0,5. О, что-то смерджила. И здесь та же самая фигня. Смерджила. Так, вроде бы ничего не поломала. Alt-Z.
Нет, не все смерджало. Видите, что происходит? Так, выделяем вот это. Делаем M by distance. Не получается. Ну что такое? Так, либо у меня сейчас масштаб не применен, что у меня такие конские эти, либо что-то еще. Хотя нет, все применено. Так, еще здесь есть такие разрывы. Давайте их пофиксим. Короче, выделяем с шифтом вот так вот линии. Нажимаем M by distance. Окей. Тут можно просто точки смерджить в центр. Окей. Что у нас еще вот здесь? Ну, внутри это не особо-то и видно, но ну, чтобы порядок был, давайте сделаем. Это центр. Все. Вот здесь еще такие разрывы есть, но это уже полная хрень. Я не хочу на это время тратить. Сейчас еще тут сделаю для порядка. Внутри. Вдруг кто-то будет шляпу из шляпы кролика доставать. Так вот, чтобы такого не было. Так, вроде бы шейдинг поправился. Окей. Еще раз выходим. Выходим из режима изоляции, заходим в камеру. А, в общем, что в нее заходить? Так, я хочу камеру уменьшить. Что она у меня такая прям вся большая? Хорошо, давайте рендерить еще раз. Давайте я сохраню. Шляпы. Шляп. 0,6. Сохранили. Все, пробуем. У меня рендер происходит. В общем, вот такой вот рендер у нас получился. В принципе, где тут? Это 100% зум. Я не помню, поставила ли я там шумоподавление или нет, но пофигу. Вот. Вот такая шляпа. И мне только не нравится материал самой шляпы, потому что это никакой не фетр, не выглядит это как фетр. Но, ребят, короче, найдите сами материал нормальный и зарендерите по-нормальному. Не делайте, как я. Я просто уже устала дозаписывать это видео. В общем, с вами была Ольга Старшая. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, пишите свои пожелания, что бы вы хотели видеть на моем канале. Я принимаю любые предложения, кроме Style 3D на русском. А что касается каких-то изделий, что бы вы хотели, чтобы я тут сделала, вообще я открыта к любым предложениям. Мне интересны сумки, например. Не знаю, интересны ли вам сумки. Мне интересны вещи разные всякие. Твердотельные, например. Что-то странное попробовать пошить. Ну и что-то стандартное. В общем, пишите в комментарии, буду рада всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если не понравилось. Только прошу вас, сопроводите комментарием, что именно не понравилось и что можно улучшить. Я рада всем. Спасибо. Всем пока. Ребят, срочное включение. Я еще полазила по сайту Blender Kit, и знаете что? Я таки нашла там нормальный материал, который похож на войлок. Значит, ссылку на материалы, которые я здесь использовала, я, наверное, скину в описании, если кому-то будет интересно. Вот мои настройки к этому материалу. Значит, смотрите.
Я переделала все следующим образом. Подключила ноды следующим образом. И я разобралась, почему displacement не работает. Значит, в маппинге у меня стоит масштаб от value 5 сотых в scale. Дальше все подключено от одного маппинга, все текстуры, которые здесь были включены. Дальше вот здесь вот нужно было выставить Tangent Space Diffuse UV, которое было в этом шло, короче, название UV Space со шляпой. И что еще? И поскольку этот материал был зеленым, мне пришлось его перекрасить колор-рампой следующим образом. Вот такие у меня цвета. Такие вот. Один и второй цвет. И у меня получился материал, который похож реально на войлок. И материал этого... Как его... Ой, божечки. Бархата меня, в принципе, устраивает. Только... Дайте-ка я вот так... знаете что в бархате? Там же тоже у меня, скорее всего, стоит какой-то displacement, который непонятно с чем. Input group. Так. Что у меня входит? Господи, это же что-то трындец какой-то. Одно в другое, одно в другое. Где у меня здесь? Я поняла. Все, ладно, выходим. Как выйти-то отсюда? Так, ладно, переключаемся сюда, потом сюда. Displacement 0,1, но не displacement, а нормалка. Как же выбрать этот space, UV space? Тут bump. Ладно, в принципе, на вельвете мне displacement тут как бы особо ничего роли не играет. Давайте я уменьшу. Здесь вернее, увеличу масштаб. И в принципе, если на 20. Ну, оно уже и так похоже на бархат нормально. В общем, сейчас еще раз зарендерю. Финальный вариант вы увидите на превью. И в конце рендера я уже показывать вам не буду. Все. Всем спасибо. Всем пока.